сумерки и тени за кулисами. Меня зовут Чунгук. Спойлер или послание? Такой вопрос. Если не доставали, еще раз достанем. Возьмем такие бизнес-карты. Есть посторонние шумы. Ну, а куда от них деться? Соседей полно. Меня зовут Чунгук. Спойлер или послание? После того, как Чунгук сменил подпись и произнес фразу «Меня зовут Чунгук», интернет заполнился теориями. Одни уверены, что это название будущего альбома, а другие видят в этом смысл, символ нового этапа личности. Второй вопрос. Несет ли эта фраза скрытый спойлер к релизу? Внутреннее заявление «Я возвращаюсь к себе настоящему». Ну, карты уже достала, да. Вот. Вообще-то, как бы, есть какой-то внутренний посыл. Вот эта карта. Ну, она может говорить не только о внутреннем состоянии, но она вообще-то связана очень тесно с внутренним, с выбором. Двойки, они все карты выбора. И, например, всем доставило это беспокойство и тревогу. Всем армии. Все армии затревожились. Что это, спойлер или нет? Карта шут, это может быть он лично в связи с какими-то переменами, с чем-то новеньким. Вот карта шут, понятно? Эта карта шут, она может быть связана с интернетом. Ну, вообще, как правило, начало какого-то пути. И вот, например, он поменял там имя, и, наконец-то, в Инстаграме, и это, в общем, начало положено, скажем, по шуту. Семерка мечей тоже карта своего рода скрытости. Ну, она может говорить в любом случае, и двойка, и семерка мечей несут какой-то скрытый посыл. Я возвращаюсь к себе настоящему. Ну, здесь не вышло таких карт, скорее всего, возвращаюсь к себе настоящему. То есть начало нового пути. Настоящий, начало нового пути. Да, об этом карты. Да. Вот. Теория. Жива ли теория, что... вообще-то здесь есть ли какой-то спойлер, что это будет, ну, новый альбом, скажем. Ну, может быть, да, потому что карта шут вышла, карта новенького, новый альбом. Почему бы и нет? В общем, теории живы, что явно... Вообще, как бы, Таро мы задаем такой вопрос. Ну, и без Таро понятно, что поменял имя, засветился в Инстаграме. Понятно, человек готовится к чему-то новому, да. Но у нас вопрос, это спойлер к будущему альбому или символ нового этапа личности. И у нас больше вышли карты, они говорят как раз о новом этапе, шут, его лично. Дом Тэхёна, импульс или совместный план. Мы на квартирку Тэхёна погадали. Вы можете посмотреть этот расклад на Бусти. Покупка дома Тэхёна прошла странно. Тихо, без восторга, будто спонтанно. Будто ничего не было, да? Если бы не сводка в регистрационной палате, мы бы не знали, что у него есть квартирка. Прикупил. Фанаты шепчут, что Чунгук мог не знать, ведь раньше говорилось о совместном доме. В смысле не знать, что он прикупил квартирку-то? Вопрос второй. Это личный порыв Тэхёна или все же часть их общей истории, скрытая от глаз? Ну, как фанаты закрутили. Достаем карту. Квартирка-то Тэхёна или общая история, скрытая от глаз? Тройка кубка вышла карта. Ну, вообще-то, карта-то не одного лично Тэхёна. Солнышко... Ну, даже на карту посмотрим. Вообще, тройка чаш, она карта, да, есть в ней, типа, знаете, доволен жизнью, плывет по течению, появилось бабло, прикупил квартирку, в общем, да, отпраздновал, есть в этой карте, ну, в этих картах есть отпраздновал, королева жезлов, карта. Ну, вот, в общем, карты намекают для семьи, солнышко, тройка чаш тоже об этом говорит, да. Королева жезлов тут вышла такая. Это не обязательно персонаж, понимаете, да. Это может быть и тему Тэхёна. Здесь такая праздничная карта, посмотрите. Достоин этой покупки, купил квартиру. Ну, у нас вопрос, личный порыв Тэхёна или все же часть их общей истории, скрытой от глаз?
Знаете, можно по-разному об этих картах рассказать, много теорий, каких-то предположений, прочитать их по-разному, но все три карты намекают на то, что это совместное что-то, да, и, например, если здесь скрыто от глаз, да что скрывать, покупка состоялась, мы видим, да, купил квартирку, ничего, здесь скрывать-то особо нечего, карт скрытости не вышло, в общем, да, купил, празднует, доволен жизнью. В общем, все прекрасно. Что касаемо вопроса, личный порыв Тэхиона или все же часть их общей истории «Скрытый глаз». Хочу сказать, здесь вот, например, лично карта его может касаться, а это карта какой-то истории. По тройке чаш не личный порыв Тэхиона, а здесь уж явно говорится о том, что есть какая-то история, общая история, совместная история, понимаете, скрытая от глаз. Вот так. Вот, ну, карты такие вышли, так сказала, в общем. Концерт Чонгука в Великобритании состоится? Вопрос, да? Должен быть концерт в Великобритании у Чонгука? Слухи, переговоры с Лондоном осложнились, да ладно. То сначала как бы нормально все и шло, потом осложнилось. Кто-то это явно пишет отдельно какую-то историю, о которой мы вообще ни слухом, ни духом, мы ничего не знаем, в общем. Компания запросила слишком большие гонорары. Вот так тебе, да? А в Лондоне надо бесплатно выступать. Фанаты замерли. Будет ли декабрьский концерт? Вообще должен был бы в Лондоне быть декабрьский концерт? Вот я лично об этом не слышала. А если вы слышали, напишите в комментариях, слышали вы или нет. А вообще подписывайтесь на Бусти, Кофай, Patreon. Много интересного. Расклады. Вопрос второй. Завершаются ли переговоры успехом и увидит ли британская публика шоу вообще будет концерт в Великобритании в Лондоне у Чонгука, будет или нет? Двойка кубков, ведутся переговоры, двойка кубков, да, эта карта может говорить о сотрудничестве, но здесь вышла девятка мечей, и она все меняет. Здесь, например, карта очень сильно касается будущего, и это может быть страх, что что-то не получится, вот касаемо этих переговоров. Вот так, потому что карта своего рода обмена, я вам спою, в общем, а вы мне заплатите. И здесь у нас шестерка кубков. Он выступал в Лондоне, и эта карта, она говорит о прошлом. Это карта ностальгии. Вообще, можно сказать, он сам, если лично Чонгук, он думает о том, что, да, вот он выступал, в общем, да, вот такая карта. И шестерка кубков, она может говорить, да, счастливые воспоминания об Лондоне. А сейчас двойка чаш. Да, ведутся переговоры. Вот так. Вот я вам наколдовала, в общем, да, увидим. Но пока это не общаются. Селин. И о Селине сейчас. Новый показ Селин словно отражает стиль Тэхиона. Солнечный, интимный, как кадры из фильма Call Me By A Name. Вопрос второй. Это просто совпадение эстетики или Селин сознательно строит концепт под его личный образ? Что нам карты скажут? Вообще карта очень тесно касается его лично. Это, можно сказать, девятка пентаклей вышла карта. Тэхиону мы уже, в общем, с вами очень давно знакомы. И что касаемо Тэхиона, ему очень часто выходят карты на модельный бизнес, именно пентакли. И здесь вышла девятка пентаклей. Видите, девятка пентаклей в тему считывает. Карта говорит, да, о каком-то концепте. Здесь и личный образ какой-то. Карта такого хорошего гонорара, прибыли, договорились, в общем, да. Это карта материального достатка, удачи. И здесь может быть, к примеру, карта очень тесно связана с внутренним состоянием. И тут, здесь, например, или что касаемо человека,
совпадение эстетики, может быть, да. Селин сознательно строит концепт под его личный образ. Да, 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 вот. Двойка кубков тоже вышла карта. То есть, видите, сознательно строит образ, общаются совместно. В ключе, в общем, да, вот продвижение Селин. Вот так. И, в общем, я хочу сказать, если вышла девятка пентаклей, и вот здесь карты, смотрите, и тройка кубков, и двойка кубков, смотрите карты. Здесь рулит-то Тэхён, в общем, да, без него-то здесь не обошлось вот такие карты. Так, часок. Часок. Тут по поводу часок, да, давайте возьмем другие карты какие-нибудь. Вот, пусть эти отдохнут немного. Часок и расстояние между ними. Часок – семейный праздник, но в этом году Тэхён и Чонгук отмечали раздельно. Об этом мы нагадали, мы предсказали, что они будут раздельно. Какая карта там вышла? Приходите на Бусти и смотрите Куфай и Patreon. Чусок – семейный праздник, но в этом году Тэхён и Чонгук отмечали раздельно. Вопрос Таро – это временная пауза или способ сохранить баланс и личное пространство? Ну, какой-то странный вопрос. Вообще-то Тэхён в Париже по рабочим вопросам. Ну, окей. Карта императора. Карта четкое планирование отношений. Да поехал он. Да извините меня, поработал. Там, вы видели, девятка пентаклей вышла на сотрудничество Селины и Тэхёна. Плодотворно, заработал денег, подарков привезет. Император, в общем, карта вообще очень хорошая на взаимоотношения. Это контроль до мелочей вообще. Говорит ли это о паузе? Нет, карта точно не паузы. Это способ сохранить это взаимоотношения, да? Это точно, в общем, властная такая карта. Нет в этой карте личного пространства. Никакого. Только, в общем, стабильные отношения. Карта стабильности. Император. В общем, не придумывайте там. Колесница карта. Вот уехал, в общем, да. Вот, император по рабочим вопросам Тэхён. И опять девятка пентаклей. Там она ему выходила. И я говорила, что пентакли ему часто Тэхёну выходят на модные показы. Вот именно что касаемо моды, да. Реклама, мода. И девятка здесь пентакли. Вот. Комфортная карта. И вот, например, карта еще в этой карте один. Эта карта не парная, чтобы вы понимали, девятка пентаклей. И вот один уехал, колесница. Вот колесница уехал, один. Второй, в общем, дома, император. Карта может говорить о доме. Но карты вообще вышли просто обалденные. Смотрите, и император, и колесница, и вышла карта девятка пентаклей. Все у них нормально, все у них хорошо. В общем, да? Не придумывайте, не надумывайте. Временная пауза. Вы видели в этих картах какую-то паузу? Нет. Утренний эфир был Ли Чонгук рядом. Вот когда был утром эфир, был Ли Чонгук рядом. Все же там слушают, да? А где там заскрипела половица? А кто там стукнул дверью? Какие приборы заработали, в общем, да? Признавайтесь. Армии такие, все подслушивают. Во время лайфа Тэхён пел, как будто кому-то невидимому за кадром напевал там, да? И фандом уверен, ну просто уверен, Чонгук был в спальне, и ты предупредил его песней. О чем? Чтобы типа не кашлял, не храпел. Помните, они там были... Карта вышла суд. В общем, я еще вопрос прочитала. Вопрос-то, находились ли они вместе в этот момент, и зачем это было скрыто? Вообще карта вышла суд. Это карта вообще на взаимоотношения очень хорошая карта. Реально карта отношений, да. И если даже было что-то недосказано, то четко восстановить что-то. Это карта планов, чувств и непосредственно каждого из них поведения. И в тему-то карта вышла как-то, суд. Она говорит, блин, вы о чем? Да, конечно, шлянул там, да предупредил, в общем, да. Карта поведения. Вел себя, специально показать, вот, что-то, да. Вот. Они находились вместе в этот момент, и зачем это было скрыто? Фортуна, колесо фортуны.
Вот, и по жезлам, в общем, да, карты вышли. Вообще, я вам скажу, в этих картах есть дорога, и вмешательство какое-то есть в этой карте. Извини меня, вмешалась. Сама судьба. Находились ли они вместе в этот момент, и зачем это было скрыто? Вообще я вам скажу, в этих картах нет такого, что они находились вместе. Хотя карты просто обалденные. Просто я хочу сказать, карта Высший суд может говорить о том, что, например, есть какой-то сценарий, да, и в этой карте много чего, там может быть игры какой-то, что бы то ни говорили. Очень карта серьезная, потому что в этой карте есть реально показать что-то полезное и приятное, можно сказать. По жезлам можно сказать, что вышел в лайф, вот был в лайфе, да, колесо фортуны, проведение лайфа. И здесь есть реально какой-то сценарий, и довести до публики этот сценарий. Если серьезно, понимаете, по жезлам. Но вот колесо фортуны, это уж явно карта номер... Вот смотрите, по жезлам можно говорить, он там или не там? Колесо фортуны. Уехал, да, ну, например, Чонгук уехал, да, Тэхён был один, проводил лайф. Потому что вот карта судьба, она может говорить о каких-то переменах, да, вот, в общем... Не как всегда, не по сценарию, можно сказать. Поэтому не прислушивайтесь. Хотя карты просто обалденные, но они не были вместе. Вот здесь не вышло карт, например, что они там вместе, понимаете, да? Все карты, хотя вот судьба, посмотрите, здесь прям видно, они вместе, да? Ну вот хотелось по такому сценарию. Но две карты, они говорят о разделении. В общем, остановимся на этом. Так, у нас много вопросов.